Это лучше, чем пицца. А главное, все очень просто и быстро. Как вы любите. Очищаю и мою 3 крупных картофелины. Беру терочку и натираю картофель на крупной терке. Такая же терка, которую мы обычно используем для приготовления драников. Приготовь, поделись, подпишись. Если у вас картофель не слишком крупный, а довольно мелкий, тогда возьмите вместо 3 4 или 5 картофелин. Будет в самый раз. Натертую картошку перекладываю в миску. Теперь заливаю тертый картофель холодной водой, так чтобы вода полностью покрыла картофель и он не темнел. Оставляю минут на 15, а пока беру одну луковицу, разрезаю на 2 части пополам. Конечно же, чищу луковичку и отрезаю кончики. И теперь нарезаю луковицу. У меня красный лук, но вы можете взять обычный репчатый лук. На вкус это очень сильно не повлияет. Пицца все так же получится очень вкусной, ароматной, с ярким и прекрасным вкусом. Так, лучок уже нарезали. Друзья, кто подумал, что это петрушка, напишите в комментариях. А это у нас морковка. Да-да, берем одну морковку, чистим ее. И тоже трем на крупной терочке. Готово. Теперь нагреваю сковороду с растительным маслом. Выкладываю лук. И обжариваю лук до мягкости, до прозрачности. 5-7 минут будет достаточно. Огонь делайте небольшой, горелый лук нам не нужен. К обжаренному луку отправляю морковку. Перемешаю и обжарю все вместе еще примерно 5-7 минут. Все готово, лук с морковкой пожарились, снимаю с плиты и теперь вернемся к нашей картошке. Картошка уже постояла, из нее выделился крахмал, и теперь мы просто отжимаем картошку от лишней воды. Вы можете просто откинуть на дуршлаг, я сделаю вот так. Два куриных яичка разбиваю в миску. Добавляю хорошую такую щепотку соли. И теперь яйца просто перемешаю венчиком. Сюда же к яйцам вливаю полстакана жидкого йогурта. Вы можете заменить йогурт сметаной. Добавляю 4 столовых ложки муки. И хорошо перемешиваю тесто. Перемешать можно при помощи венчика или при помощи вилочки, чем вам будет удобнее воспользоваться. Получилось вот такое красивое однородное тесто по консистенции. Посмотрите, вода с картошки уже хорошо стекла. Картошечка уже довольно сухая. Теперь перекладываю картошку в миску.
Сюда же отправляем зажарку из лука с морковкой. И чтобы тесто для пиццы у нас получилось вкусным и ароматным, добавляем какие-то сушеные травы и приправы. Можете добавить те приправы, которые вы любите. Я добавляю щепотку итальянских трав, немного свежемолотого перчика, ну и, конечно, соль по вкусу. Все перемешаем, чтобы ингредиенты хорошо объединились. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, а вы любите блюда из картошки? Предлагать вам такие простые и быстрые рецепты? Теперь в картофельную массу вливаем тесто. И еще раз все хорошенько перемешиваем. Картофельное тесто для пиццы уже готово, поэтому теперь берем противень и перекладываем картофельное тесто на противень. Противень лучше застелите пергаментной бумагой, чтобы потом удобно было достать пиццу из формы. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны вы меня смотрите. Я рада познакомиться поближе с каждым из вас. И также буду очень рада, если вы подпишетесь на канал, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. Вот таким образом распределяю картофельное тесто по противню. Духовку я уже разогрела до температуры 180 градусов. Отправляю пиццу в горячую духовку и запекаю примерно 25 минут до красивого золотистого цвета. Но это еще не все. Пока печется наша основа для пиццы, берем болгарский перчик, разрезаем пополам, вырезаем семечки. И нарезаю перчик. Также нам понадобится пару помидорок. Нарезаю помидоры кольцами. И натрем сыр. Ну, конечно, какая пицца бывает без сыра? Вы со мной согласны? Сыром пиццу не испортишь. Достаю картофельную основу для пиццы из духовки. Посмотрите, какое получилось классное картофельное тесто. Аромат стоит просто потрясающий. И сверху выкладываю помидоры и нарезанный перец. Вы также можете добавить к овощам колбасу, бекон, может быть даже сосиски. В общем, все, что вы любите, кладите, и получится очень вкусно, не пожалеете. И самое главное, как можно больше сыра. Обильно посыпаю пиццу сыром и отправляю в духовку еще примерно на 10 минут. За это время в духовке сыр как раз хорошо расплавится и получится невероятная вкуснятина.
Кажется, еще чего-то не хватает. Я думаю, петрушка здесь не помешает. Все, друзья, пицца уже готова. Достаем из духовки. Сейчас будем нарезать и пробовать. Аромат стоит просто умопомрачительный. Где моя большая вилка? Вот такая красота у нас получилась. Давайте аккуратненько достанем пиццу из формы, чтобы удобнее было ее нарезать. Дорогие, если вам понравилось это видео, оставьте, пожалуйста, любой комментарий или хотя бы смайлик. Мне будет очень приятно, и также это важно для развития канала. Заранее благодарю вас. Посмотрите, вот такой вот красивый, аппетитный кусочек. Уже не терпится попробовать, давайте скорее снимем пробу. Друзья, это очень вкусно, очень. И учитывая то, как легко и просто готовится пицца, я рекомендую попробовать ее каждому. Я просто уверена, что этот рецепт станет вашей палочкой-выручалочкой. Картофельная основа для пиццы получается очень интересной. С одной стороны, вроде бы мы использовали обычную картошку, но с другой стороны, по вкусу этого совершенно не чувствуется. Можно, конечно, сравнить это блюдо с драниками, которые мы не жарим на сковороде, а запекаем в духовке. Но главное, что это действительно очень быстро, просто и очень вкусно. Обязательно попробуйте и поделитесь рецептом с друзьями. И какие плюсы в этом рецепте? Это то, что мы готовим картофельное тесто, в котором совсем мало муки. Ничего не жарим, а запекаем в духовке. Здесь много овощей, много сыра и, как я уже говорила, начинку можете использовать абсолютно любую. Надолго не прощаюсь, вернусь к вам с новым и вкусным рецептом. Пока-пока и скоро увидимся!